Однажды в древние времена царь птиц-орел собрал всех птиц. Собрал, чтобы обсудить какой-то вопрос. И вот слетелись со всех концов мира птицы. Слушали своего царя, внимали, покорно склоняли голову, голосили иногда в знак согласия. И был в этом собрании павлин, горделивый павлин. Красота павлина была настолько необычной, что все птицы с завистью смотрели в сторону павлина. Павлин даже не замечал, сколько ненависти и проклятий получил в этот день. Его шикарные перья, осанка, ровная ходьба, гордый хохолок на голове. Но более всего завидовал павлину кое-кто другой. Ворона. Ворона наблюдала за павлином все время, пока птицы находились там. Она следила за походкой павлина, всматривалась в перья, в цвет. Если бы вороны могли краснеть, то, наверное, ворона покраснела бы до невозможности. Но перья скрывали эту зависть. Никто не видел, но глаза наливались кровью, и ворона вновь и вновь поворачивала свою шейку и смотрела на павлина. Она и не заметила, как пролетело это собрание, все улетели по домам, и она в том числе. И вот всю ночь до утра она не могла спать. Перед глазами был павлин. Красота павлина, необычность. «Почему я не такая?» — думала ворона. «Почему я всю жизнь должна клевать гниющие черепа? А вот она царственная птица. Цари изображают ее на своих гербах. Люди восхваляют ее красоту. Влюбленные дарят друг другу павлиньи перья. На опахалах царей ее перья красуются. Почему я не такая, как павлин?» — думала ворона и каркала от злости. И вот твердо решила она подражать павлину. «Я тоже буду такой красивой», — сказала себе ворона и полетела красть краску. К вечеру, собрав некоторое количество красок у красильщиков, она стала красить свои перья в разные цвета. Правда, получалось нелепо, потому что она не умела это делать. Но свирепо и зло она себя красила. Ее одержимость была настолько велика, что когда она вышла перед птицами с раскрашенными перьями, птицы не знали, что о ней думать. Некоторые подумали, что она сошла с ума. «Почему мной не любуются?» — подумала ворона. «Почему не любуются? Ведь павлин разноцветный, и я разноцветная. Чем я хуже нее?» Но птицы смотрели на ворону странным взглядом и не могли понять, что с ней происходит. «А, у меня нет такого шикарного хвоста», — подумала ворона. Она улетела, украла опахал
воткнула себе в хвост и стала расхаживать вокруг птиц. Птицы еще больше удивились. Поднялся хохот. Заголосили они в один голос. Начали издеваться над ней. Начали высмеивать ее. Почему они не замечают мою красоту, думала ворона. Почему, когда расхаживал тут павлин, они смотрели, любовались ею, а мной никто не любуется? Чем я хуже, думала ворона. Быть может, мне нужен хохолок? И тогда она пошла, сорвала кусты и воткнула себе в голову. И стала опять расхаживать возле птиц, пытаясь подражать павлину. Но кроме хохота ничего больше не вызывало. «Я пойду, нажалуюсь царю», — сказала ворона, «что все надо мной смеются, и никто не признает моей красоты». Ворона прилетела к орлу. «Скажи мне, повелитель, почему, когда павлин расхаживает со своим шикарным хвостом, с хохолком на голове, почему все птицы любуются ею, а когда я сделала то же самое, надо мной смеются?» Орел ответил ей: «Ты никогда не станешь павлином, потому что ты родилась вороной, и сущность твоя — клевать гниющие черепа, а ее сущность — быть царственной птицей, быть обожаемой. Ее будут изображать на гербах цари, ее перья будут горцеваться в опахалах. Но ты никогда не станешь павлином». «Ну почему? Почему так? Ведь я же тоже покрасила себе перья, я тоже сделала себе такой хвост. Я же вроде похожа на нее. Почему я не могу быть как павлин?» «Потому что ты родилась вороной. Потому что ты трупоедка. Ты подбираешь чужие объедки. А павлин пользуется всеобщим восхищением. Павлину преподносит еду. Павлин рожден благородным. И павлин останется в истории. А тебя люди будут гнать, как предвестника смерти и разрушений. Ты всегда останешься вороной. Будь вороной, ты ведь вороной рождена. Зачем тебе подражать павлину? Ведь твоя суть — это клевать трупы, а ее суть — ходить в райских садах. И ты никогда не будешь ею, сколько бы ты ни старалась ей подражать. Как бы она тебя ни раздражала, как бы ты ни ненавидела ее, ты никогда в жизни не станешь павлином. Но ворона не сдалась. Она все же горделиво ходила вокруг птиц, пытаясь подражать павлину. Она даже забыла, как нужно каркать. Она превратилась в нечто непонятное, то в ворону, то в какую-то чудо-птицу. Но павлином она так и не стала. Дорогие друзья, о чем гласит эта притча? Сильным, разумным женщинам, даже некрасивым, не всегда красота важна. Сильным, разумным женщинам всегда завидовали и пытались им подражать. И когда пытались им подражать, и когда пытались их копировать, вот эти вороны, которые очень хотят стать павлином, они не вызывали ничего, кроме смеха и издевательства. Потому что если ты не рождена павлином, ты можешь 100 опахалов воткнуть себе в хвост и ходить. Ты все равно останешься трупоедкой. А трупоедки — это те люди, которые пытаются нажиться на чужом таланте, на чужих умениях, на чужих знаниях. Они пытаются стать тобою, они хотят быть тобою. И даже свою личность
эту мелкую маленькую личность, и то теряют. Когда таким говорят в лицо и упрекают, мол, что ты делаешь, они никогда это не принимают. Они могут обвинить тебя, что ты не видишь их таланта. Ты глупая, ты не замечаешь, какая я умная. Но никто не замечает их талант, потому что это не их талант. И таланта там нет. Это чужое взято, присвоено, выдано за свое, которое всегда себя покажет. Как говорит поговорка, истина, как масло, все равно выплывет наружу. Ты не спрячешь эту истину. А истина в том, что павлин рожден для того, чтобы люди любовались его красотой. А ворона рождена, чтобы клевать трупы. И потому, когда ворона пытается стать павлином и расхаживать в райских садах, над ней смеются и ее гонят. Потому что не каждому дано рождаться павлином. Не каждому дано стать символом, путеводителем. Это должно быть с рождения. Это должно быть предназначением. Нельзя надевать белый халат и назвать себя врачом, если ты не доктор. Нельзя воткнуть себе в хвост опахал и расхаживать, если ты не павлин. Но самое страшное для ворон, что они свое карканье-то забывают, они свою личность забывают. Подражая кому-либо, ты отрицаешь себя как человека. Ты свое предназначение судьбы отрицаешь. Если судьба для тебя приготовила какую-то свой дар, если судьба для тебя уготовила твою участь, то, подражая другому человеку, ты отдаешь свою судьбу этому человеку. Твоя судьба служит во славу этому человеку. Будьте собой, дорогие друзья. В этой жизни добивайтесь всего сами, своим талантом и трудолюбием. Подражая кому-либо, желая стать как этот человек, вы потеряете себя тоже. Вы потеряете свою личность. Вы растворитесь в личности этого человека. Потому что бы вы ни своровали у этого человека, песню, стих, работу, стиль одежды, стиль прически, все что угодно, вы растворяетесь в этом человеке. Вы становитесь каким-то пародией на этого человека, но вы никогда не станете ею. Тысячи и тысячи женщин подражали актрисе Мерлин Монро. Красили волосы в такой же цвет, одевались так же. Издалека они чем-то, может, и напоминали. Люди смотрели на них восхищенно. Ой, как похоже на Мерлин Монро. Но потом их жизнь рушилась. На них женились мужчины, потому что она была похожа на такую знаменитую актрису. Им льстило ходить рядом с нечто похожее на Монро. Но любили они не ее. Любовь их была направлена к другой женщине. И желали они другую женщину в этом теле. Но поняв, что они не достигнут Монро, они выбирали похожую на нее. И очень многие женщины так сломали себе жизнь. Потому что любви не получилось. Потому что мужчина любил не тебя, а ее образ в тебе. Многие женщины, подражая сегодняшним звездам, делают себе всякую пластику, губят себе жизнь, потому что попадаются в руки мошенников, а не врачей. Потому что настоящие пластические операции, они очень дорогое удовольствие, а женщины хотят быть похожим на этих звезд любой ценой. И вот они идут, куда попало, за маленькую плату делать себя красавицей. И после у них начинают части тела гнить, после костное гниение начинается. Многие женщины так умерли. Многие, очень большая статистика.
Потому что они хотели подражать. Они не были сами собой. Они хотели быть как другие. Дорогие друзья, вы одна в этом мире. Вот единственный экземпляр. Такую, как вы, больше не создали боги. Каждый человек один на этой земле. Даже если кто-то очень сильно на вас похож, даже если у вас есть брат или сестра-близнец, вы все равно не одинаковые. Вы разные. И каждый человек один. По одному экземпляру в этом мире. Это говорит о том, что если бы было нужно, чтобы люди были похожи, то боги создали бы нас всех одинаковыми. Мы созданы разные. Именно по той причине, чтобы у каждого была своя личность. У каждого есть своя судьба, каждому уготована своя доля. Когда вы пытаетесь кому-то подражать, вы переключаете судьбу этого человека на себя. Многие глупые люди думают, что если они будут подражать кому-либо, если они станут похожи на кого-либо, кто им нравится, кто, по их мнению, хорошо живет и купается в лучах славы, то их судьба будет такая же. Ведь я взяла работу этого человека и сказала, объявила, что это мое. Значит, ко мне тоже должны прийти люди и восхищаться. Но люди не восхищаются, люди не приходят. Даже те, которые не знают об этом воровстве, и те не восхищаются почему-то. Почему-то это им успеха не приносит. Знаете почему? Потому что это не твое. Судьба дала другому человеку это все. Потому что так пожелала. А если ты это берешь, хоть внешность, хоть работу, хоть мелодию, хоть стих, если ты это берешь и присваиваешь, у тебя нет того успеха, как есть у того человека, у которого это есть и создано. Потому что это дано ему. Это для него было. Это его. Это дали ему для того, чтобы он этим в этой жизни поднялся и проявил себя, но не тебе. И если ты это берешь себе, у тебя нет успеха. И ты удивляешься, но почему? Я вот взяла работу этого человека, поставила у себя и жду, чтобы мне аплодировали. А мне никто не аплодирует, а потом вдруг узнают, что это воровство. Еще хуже, еще больше позорюсь, как та ворона, которая ходит с опахалом и вызывает смех. И ты не можешь понять, ну почему вы смеетесь, люди? Я ведь говорю то же самое, что и она. Вот даже переписала в тетрадь к себе и рассказываю одно и то же. Почему ее рассказ вы слушаете, а вот копию ее рассказа вы смеиваете? Там же то же самое сказано. Потому что это не тебе было дано. И не через тебя должны были люди это услышать. Поэтому твое воровство успеха не имеет. Есть еще другой момент в этой всей истории. Когда вы подражаете человеку, неважно, внешне подражаете, интонации, голосу, работам, вы как бы перенимаете судьбу этого человека. Может быть, вам кажется, что секрет успеха этого человека в ее голосе, секрет успеха в ее подаче, секрет успеха в том, в этом. Секрет успеха этого человека в том, что этого человека судьба избрала, а тебя нет. Вот и все. И она, что бы ни сказала этому миру, это будет принято аплодисментами. А ты как бы ни украла, ни присвоила, то же самое. У тебя не будет успеха абсолютно ни в чем. Потому что судьба дала не тебе, а ей. И что это значит? Когда человек подражает кому-либо, он перенимает судьбу этого человека на себя. Но не ту хорошую судьбу, не тот успех, который хотелось бы, а все плохое. Дорогие друзья, у которых нахально нагло воруют работы, которым нахально нагло подражают, даже в прическах и в одежде. Сколько было случаев, когда женщина показала своей подруге, в каком платье пойдет на свадьбу, и подруга пришла в том же платье. Потому что хотела быть как ты, тоже красивой. Ты же красива в этом платье. Но, дорогие друзья,
платье, надетое на красивое, нежное, женственное тело, и платье, надетое на свинью, смотрится совершенно по-разному. Даже если платье одинаково. Если это платье одно и то же, и цвет тот же самый, и модель, и фасон. Но если платье надеть на красивую женщину, она будет красива. Если это платье надеть на свинью, она будет свиньей. Ничего не изменится. Не платье решает. Если работу делает человек талантливый, то люди восхищаются. Если эту работу крадет бездарь и показывают, это все равно, как платье, надетое на свинью. Одно и то же там сказано. Как говорится, тютелька в тютельку. Слово в слово. Но оно не вызывает ни восхищения, ни радости, ни славы, ни чести, ни благодарности. Почему? Потому что это платье, надетое на свинью. А платье должно надето на женщину. Тогда это будет видно. Тогда люди будут этим платьем восхищаться. И фигурой тоже. Вот украденный труд – это то же самое платье на свинье. Это не твое, тебе не подходит. Тебе не дано. Зачем ты туда лезешь? Хочешь то же самое? Хочешь так же, чтобы тобой любовались? Нет. На тебя будут показывать пальцем и смеяться. Это все, что ты получишь. И когда ты растворяешься в личности другого человека, ты свою личность теряешь окончательно. И в твоей голове, в подсознании происходит нечто. Ты свою личность теряешь и вернуть не сможешь. Больше никогда не сможешь быть личностью. Ты так и будешь всю жизнь подражателем, запевалой. Там украсть, тут украсть. Ты себя унижаешь. Украв чужое, ты говоришь: я никто, я сам ничего создать не могу. Поэтому я вынужден брать чужое. И всех убеждать, что это мое. Но, как я уже сказала, истина, как масло, всплывает на поверхность. Долго не скрыть. И что случается потом? Позор, высмеивание, унижение, отчаяние. Отчаянные попытки убедить, что это мое, но это не проходит, потому что намного раньше до тебя уже видели люди это и знают, чье это. Воровство идей даже через много десятков лет выходило наружу, и автор позорился. Когда вы растворяетесь в судьбе другого человека, вы берете все плохое на себя. Послушайте меня внимательно. Когда вы берете чужой труд, вы берете из судьбы этого человека самое плохое. Вот почему люди-подражатели долго не живут. Люди-подражатели иногда повторяли судьбу своих кумиров в плохом смысле. То есть все несчастья, которые должны были происходить с этим человеком, поворачиваются и начинают происходить с тобой. Знаете, есть в магии некий ритуал обмануть судьбу. Когда вместо ребенка изготавливали чучело в доме, где постоянно умирали дети, то есть не выживали, изготавливали чучело в первую ночь и ставили возле дверей. И это чучело должно было чем-то напоминать их ребенка. Утром это чучело было на земле валялось, а ребенок выживал. Дух смерти обманывали. Считалось, что он пришел за ребенком, забрал душу вот этого вот чучела. Вот то же самое происходит с вами. То несчастье, которое ожидало человека, автора этих работ, оно приходит к вам. Если у нее были какие-то трудности, это все переходит на вас. Вы же подражаете ей. То есть духи начинают где-то вас принимать за нее, но они приходят не для того, чтобы вас наградить или дать вам деньги, а чтобы на вас свалить те проблемы, которые должны быть свалены на этого человека. Мне порой хочется сказать людям, которые возмущаются воровству их трудов: не переживайте так. Эти люди забирают ваше несчастье. Они на себя перетягивают все несчастные случаи, которые должны были случиться с вами. Они случаются с этими людьми. Поэтому, наверное, подражатели не случайно появляются на земле. Они появляются, чтобы забирать на себя
отрицательную энергию, которая уже на тебя не идет. Через подражателей люди больше о вас узнают. Они понимают, что это бездарь, не может создать такое, это где-то взято. Начинают лихорадочно искать автора и находят вас. Да, да, и такое есть. Дорогие друзья, подражатели забирают все плохое из вашей судьбы. Они становятся вашей копией, жалкой копией, бледной копией. Конечно, до вас им далеко и никогда не достичь. Но становясь вашей копией, говоря вашими словами, забирая ваши выражения, они каким-то образом начинают на свою сторону. Я не могу объяснить до конца, как это происходит, просто это уже не первый раз. Они на свою сторону перетягивают все то плохое, что должно случиться с вами. В моей жизни был случай, когда девушка мне подражала. Красила волосы, как я. Она работала по соседству. И несколько раз мне говорили, что вот мы сегодня тебя видели там, тут. Я говорю, не может быть, я была на работе. И я с ней столкнулась случайно. Это было очень неприятно. Когда я увидела, что она тот же типаж платья одевает. Когда я увидела манеры разговора, она мне просто подражает. Я никогда такого не видела. И не верила, что такое может быть, пока я сама не увидела. Это действительно так. Волосы покрасила в черный цвет. Единственное, лицо было совершенно иного типа. И как бы она ни старалась там замазать брови в черный цвет, она мной, конечно, не станет. И моей красоты у нее не было, однозначно. Но она очень хотела быть, как я. И вы знаете, что случилось? Я должна была поехать на конкурс с детьми. И внезапно заболела, не смогла поехать. И она, поскольку тоже была учительница, ее отправили с детьми. И там случилась авария, и вот то место, где она сидела в этой маршрутке, вот как раз туда и ударилась. И у нее с ногой случилась проблема. До сих пор она хромает. Волосы больше не красит, как я. Уже давно постарела раньше времени, очень сильную травму, видимо, получила. И до сих пор она хромает. Она получила мое несчастье на свою голову. Имеющие уши да услышат. А если не услышат, то, пожалуйста, заберите мои несчастья. Я не против. Подражайте мне. Ведь вы же никто в этой жизни. И, естественно, вам нужно подражать умному, талантливому человеку. И вы сами это знаете. Вы прекрасно это знаете. Конечно, говорить можно что угодно, но внутри себя вы прекрасно это знаете, и это вас злит. Потому что вы понимаете, что вы подражатели. Вы подпевалы. И больше никто. Вы всего лишь бледная копия. Даже не меня, а моего образа. И от осознания того, что вы ничтожество, вы еще больше злитесь. Подражайте, вороны. Купите опахал, воткните себе в хвост. Покрасьте перья. Вдруг вы тоже будете расхаживать в райских садах, как павлины. Всем удачи!